Здравствуйте. Я уже неоднократно говорил, что очень много сильных игроков было в Советском Союзе, которые занимали и призовые места на чемпионатах мира. Ну вот чемпионами мира не стали. Наверное, может где-то случай, где-то может звезды не сошлись. Я неоднократно вот упоминал об Николае Мещанском, очень талантливом Николае Мещанском, Михаиле Киреневском. Ну и вот по Михаилу Киреневскому я нашел, можно сказать, как говорят летчики, крайне победная партия над Александром Дыбманом в базе КМДБ. То есть, вот, я не знаю, единственное, когда они играли эту партию. Именно в 92 году или когда они играли. Может, кто-то мне скажет, может, они играли раньше где-то. Потому что что-то сомневаюсь насчет 92 года, на 1992 года. Есть у меня ряд причин сомневаться. Как я уже говорил, я вот видел, наверное, последний раз видел Михаила Киреневского, это тоже, 92 год был. Играли отборочный турнир чемпионата мира вот в Минске. В основном у нас из Беларуси участников очень, то есть, точнее сказать, очень много было. Наверное, основные, да, участники из Беларуси все-таки были. И вот Михаил Киреневский приезжал, Игорь Кирзнер, насколько я помню. Ну, вот он такой турнир был. Это перед французским, по-моему, чемпионатом. Да, перед Туоном, наверное, перед чемпионатом мира 1992 года, кстати, как вот неоднократно отмечалось, наверное, один из самых лучших чемпионатов мира был. Вот многие говорят. Кстати, много участников очень было. Там, естественно, рекордное вот для круговика рекордное количество участников было именно в этом чемпионате мира. Я могу где-то ошибаться, но поправьте меня. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Ну вот крайняя партия, как я уже сказал, выигранная партия Михаила Киреневского. Я напомню, вот я тоже говорил, что очень сильно, то есть усиливалась его игра, буквально становилось меньше шашек, и его игра очень сильно усилилась. Ну, теперь, кстати, я думаю, что вот если бы вот теперь он с таким стилем играл, то тоже бы, наверное, достаточно успешно. Так, ладно, давайте смотреть партию. Михаил Киреневский, Александр Дыбман. 36-31, ну вот из аналитики 18-23 можно было сходить, 36-31 и вот здесь вот 21-27, но бить, наверное, все-таки так нужно было. Давайте я поставлю восклицательный знак здесь. А вот если на 22, то здесь возникнуть могла тактика. Ну вот такой вот своеобразный защитный маневр был за Александра Дыбмана. Ну вот на 50. Там, кстати, матч, по-моему, Михаил Киреневский, может, одну партию выиграл, но я точно не могу вам сказать, но очень много ничьих, кстати, в матче было, поэтому вот я сомневаюсь, что это 92 год, хотя, может, все может быть. Ну, вот таким образом начиналась партия. Видите, 16-21, то есть Александр Дыбман играет остро, 33-28 и 13-19. Но вот есть такие варианты, конечно. Неохота идти вот в эти варианты, как я уже говорил, потому что здесь возникают связки. Получается наиболее вот этот логичный такой вариант. То есть 5-31, 21-26, дабы потом атаковать вот эти шашки. Давайте я, наверное, знаете, все-таки переверну за то есть получается за Александра Дыбмана, а потом я переверну за Михаила Киреневского. Ну вот идет такая вот атака. Все достаточно так стандартно, я бы сказал. Ну и вот таким образом разменялся он. Вроде бы должна позиция, ну вот, если логично, если разменялся вот таким образом, чуть-чуть попассивнее быть, но если посмотреть, у белых я имею в виду, но если посмотреть соотношение шашек, соотношение темпов, то здесь получается поровну. Но вот я говорил, почему, потому что размен был. Многим кажется, что
позиция должна именно быть хуже. Я сейчас постараюсь вот как-то объяснить расстановку сил в этой позиции. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки может позиция именно для игры предпочтительнее из-за белых. То есть они здесь начинают, вот видите, 25-й этой шашкой блокировать. 25-й далее, ну, они не будут, кстати, вот интересно, он тоже трактовал здесь, разыгрывал позицию, кстати, надо посмотреть обязательно, она вроде бы открытая, но он интересно достаточно. Я, может, ну, сейчас может, чуть-чуть по-другому бы что-то делал, допустим, играл, если бы я играл лично. Из этого теперь опыта, но вот именно блокировка вот этого фланга идет, и из-за этого, я думаю, кстати, позиция поприятнее у белых, чуть-чуть поприятнее. А напрашивался, то есть другой вывод. Ну вот 19-23, видите, вот интересный момент, что он хочет все-таки вывести вот эту группировку. То есть, ну, Александр Дыбман, конечно, тоже потрясающий играл. Ну, не тоже, наверное, играл, тоже это неправильно сказать все-таки. Был двукратным чемпионом мира, и, как я уже одно время вообще, то есть, ну, сейчас, конечно, у нас есть, ну, я считаю, что величайшие тоже игроки, это Алексей Чижов и Александр Георгиев, то есть по 10 раз чемпионы мира, ну, вот, поэтому, чтобы их как-то все-таки не обидеть, я хочу, ну, потому что партий тоже у них много очень потрясающих партий. Ну, естественно, я с уважением отношусь ко всем чемпионам мира, как я уже говорил, потому что ну вот смотрели в прошлый год, я говорю, что с одной стороны он очень плохой был, с другой стороны, ну вот посмотрели мы много партий чемпионов мира, то есть можно у каждого что-то взять и много очень потрясающих идей, конечно, но сейчас есть вот, конечно, десятикратные чемпионы мира, то есть это действительно фантастическое достижение, ну вот если бы Александр Дыбман играл, может он бы тоже столько был чемпионом мира, ну, это никто не знает. Но так или иначе, вот в свое время, конечно, вообще, то есть, ну, не только я, наверное, многие восхищались его партиями. Вот, когда особенно в Советском Союзе, то есть, еще были, и после, то есть, смотрели его партии с большим удовольствием. То есть, интересные идеи, мысли были. Старались, точнее сказать, уловить. Вот здесь правильная фраза, старались уловить вот эти мысли, его мысли, которые были, то есть, во время партии. Давайте смотреть за Михаила Кореневского теперь. Ну вот 49-44. Видите, интересно, очень начинает, то есть атака начинается вот этого фланга. То есть длинного фланга черных. 40. Может даже вот здесь вот, конечно, ослаблять сразу 39-34. Но вот он не хочет сразу ослаблять. Здесь вот, если меняться, позиция, конечно, будет получше, но я тоже, может, не захотел текучку вот эту вот всю. Может, здесь много разменов ему показалось. Но здесь тоже получается, я думаю, где-то может 9-4, может сразу. Кстати, может, да. Вот, может, кстати, 11-17 более логично. То есть потом на 22, и позиция как-то, ну, достаточно быстро разменилась. Может, здесь он не хотел этого делать. 11-17, 48, ну вот видите, тут идея интересная достаточно. Вот я прошу вас обратить как-то внимание на два хода. Видите, он потом будет 44-40 и меняться, и именно потом атаковать вот эту шашку. То есть, ну, идея, я бы сказал, давайте, ну, два восклицательных все-таки поставлю здесь. Потому что мысль интересная, план интересный. Уходить куда-то на 30, получается, отдаст шашку 34-29. 34-29 и на 40, и получится шашка 35 на борту, и здесь вот, то есть центральная очень сильная 29-я шашка будет, и потом центр будут занимать. Поэтому вот мысль, кстати, очень даже хорошая. Я как-то, честно скажу, сразу я не обратил внимания. Вот ждет, выжидает. Ну, конечно, потрясающий игрок. Я хочу сказать про Михаила Кореневского. Ну, здесь Александр Дыбман, может, что-то просто испытывал какие-то моменты. Потому что видно, скорее всего, может, это тренировочный матч был. Ну, вот, наверное, может, даже тренировочный был. 40-35.
То есть хочет уже 4.29, как и было в партии, и ослабить фланг. 17.21. Ну давайте посмотрим. Вот 2.7, допустим. 2.7 идея такая, что сразу 18.23. Ну и здесь вот где-то, может не совсем точный ход, да, надо идею считать. 33.28 и нельзя напасть никак, и надо вот в эту позицию входить. Видите, и группировка не очень хорошая получается. То есть сразу эту группировку делать, вот входить в эту игру, либо не сразу в эту позицию, либо не сразу, здесь уже надо считать за белых и смотреть, какие будут продолжения. Но так или иначе, вот позиция мне, конечно, не нравится всегда за черных, то есть еще на 15 было тут. Какие-то были бы выходы, но вот здесь уже совершенно другая. Видите, шашки на 15 нету. Она явно тут не удел, вот эта 15-я. Нехорошая. 34-29, вот Михаил Кореневский пошел. Ну, вот, как я вам уже говорил, один из вариантов, то есть защититься здесь был. То есть 21-27. И вот этот вот вариант был, то есть, ну, надо так. Тут тоже не сладкая позиция за черных. Но вот может опять вот этот вот вариант, допустим, где-то, ну, наверное, вот если угрожать классикой, надо куда-то все-таки 2.7 двигаться, либо 2.8. И вот именно идея вот эта вот основная у белых в этой позиции. Видите, и группировка вот эта нехорошая, конечно, получается. Ну вот мысли основные по этой позиции. Ну вот он 21-27 пошел, и здесь уже я хочу сказать, что вот он попал на идею практически. Идея достаточно такая интересная, и она, кстати, вот издали, я люблю повторять, издали она не совсем заметна. Надо ее знать просто. Если сразу не знаешь, то есть, ну, по ходу можно, конечно, вот здесь уже найти ее можно. Но если не знаешь вот издали, то я думаю, что не совсем она находится. Хотя вроде бы многим кажется она просто. Ну вот видите, временная жертва такая вот. И вот таким образом он. Видите, уже предпосылки большие, конечно, для победы. Даже вот если отдать так и выжидать здесь, ну вот не дает покуда оставить, но выжидать, я думаю, что позиция может даже и выиграна будет. Но он не стал рисковать, то есть он максимально здесь, я понял, что добился выгоды за белых. То есть расчет там понятно, что тоже был очень хороший. Это без вариантов просто. 39-34. Ну вот партия. Нет, ну здесь выигран, я думаю, что все-таки. Может, если что-то с компьютером. Потому что уже две дамки, видите, и вот эти вот различные идеи стоят. Да, на 43, на 14. Вот покуда ставить некуда, видите. И на 3. Ну, вот эта вот позиция получилась. То есть, готов напасть, оставить нельзя, потому что на 34. Ну, вот это давайте будем считать крайняя партия. Выигранная крайняя партия Михаила Кореневского с симпатичной жертвой шашки. И я покуда вот сегодня с вами прощаюсь.